Ой, всем привет! Сейчас еще мы сделаем одно упражнение, которое пригодится также всем желающим научиться рисовать. И элемент обучения того, как делать, например, какие-то наброски. Но в данном случае мы будем рисовать крылышко, ангельское крылышко. Вот как это может выглядеть. Мы берем кисть. Значит, смотрите, я вам позже выложу, как я обещала, материалы в своих группах в Фейсбуке и ВКонтакте, чтобы вы могли сначала себе сделать какой-то контур, легкий контур карандашом. Или, если кто может, делайте это от руки, а потом уже краской по нем работайте, потому что я делаю это сразу от руки. Мы берем, так кисть нажимаем, делаем такую запятую и ее протягиваем почти горизонтально. Потом мы делаем вот так. Просто здесь я еще делаю, здесь из-за того, что мне неудобно, я не могу положить рисунок так, чтобы он был, я не могу лист положить так, чтобы он лежал вертикально, поэтому я стараюсь все изображения делать горизонтальными, но я сейчас, в общем, хочу показать, как это выглядит как бы и в вертикальном виде. Вот видите, такая у нас получилась запятая. Теперь мы берем снова красочку и снова делаем такую запятую. И протягиваем линию параллельненько. И еще одну. Это можно использовать потом, кто желает стать иконописцем. Это можно очень хорошо использовать для работы непосредственно над иконой. Эти приемы, которые я сейчас показываю. Вот, и вот мы делаем крылышки, перышки теперь. Немножко в краску влезла. Немножко влезла в краску. Так, сейчас исправлять. Вот просто уже готовый рецепт, как нарисовать простенько крылышко. Здесь можно его сделать как одним цветом, так и применив несколько цветов, а позже я покажу вам делать, а позже вам покажу, как можно делать ассист. Это уже графическая такая разделка.
просто вот вам показываю такие приемы, которые тоже вам помогут рисовать какие-то детали в крылышке. Может быть, если у меня будет возможность, я сделаю специальное видео, где мы нарисуем от начала до конца какое-то крыло ангела в иконописном стиле. Вот теперь мы еще можем сделать такое упражнение. Я хочу сказать, я советую вам уделить особое внимание этим упражнениям, потому что если вы отработаете технику, вы будете рисовать просто божественно. Если вы, конечно, хотите работать на профессиональном уровне. Это для тех, кто хочет именно серьезно заниматься, потому что у меня здесь будут техники и для людей, которые хотят использовать рисование более в арт-терапевтических целях, и для тех, кто будет серьезно заниматься какими-то техниками рисования. И то, что я вам показываю, это не только будет полезно для иконописцев, но эти упражнения вам очень помогут и в работе с любой техникой, хоть масло, акрил, темпера, все что угодно. И пробуйте вот рисовать в разных, пробуйте и учитесь рисовать в разных направлениях. Это тоже очень хорошо помогает. Спасибо всем за внимание. Всего хорошего. До новых встреч и творческих удач.